Приветствую всех на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Меня захватила тема новогодних прихваток, мне их надо много и разных. В этом видео я вам все покажу. Вот из такой ткани с совушками я вырезала фрагмент. Я предполагаю, что это мальчик-совушка. Поместила его в центре будущей прихватки на утеплитель из синтетики, но это не синтепон. Этот утеплитель не очень поддается воздействию горячего утюга, а под утеплителем у меня плотная хлопчатобумажная ткань. Вокруг этого фрагмента я начинаю нашивать лоскутики в технике Crazy, с которым многие знакомы, но среди зрителей есть новички, поэтому покажу подробней. Подходящий лоскутик пришиваю к одной из сторон центрального лоскута и лишнее срезаю. Берем следующий кусочек ткани, примеряемся. Если попадается кромка, вот как у меня сейчас, я ее нашиваю, не подворачивая. Кладу лицевой стороной наверх и строчку прокладываю с лицевой стороны. Пришила. Мне еще нравится, когда кромка с бахромой. Здесь она коротковата. Отрезаем лишнее. Подбираем очередной лоскутик. Здесь тоже кромка. Если бы вот эта бахрома была подлиннее, было бы еще интересней. Срезаю лишнее. И надо оставить припуски, насколько это можно. Потом я это еще подрежу. Дальше я беру вот такую ткань. И теперь верхняя часть прихватки. И здесь тоже кромка. И пришиваю тоже по лицевой стороне. К этой части прихватки я специально подобрала лоскутик с голубыми тонами. У меня это ассоциируется с небом, как будто сквозь ветви, сквозь листву пробивается участок неба с облаками. Вырисовывается вот такая картинка. Осталось прикрыть небольшой участок прихватки, что я сейчас и сделаю. Ну и еще вот здесь немножко. Вот такая красота у нас получилась. Из подходящего куска ткани для задней стороны прихватки вырезала кружок по размеру заготовки. Накладываем лицом к лицу и соединим все слои по периметру. При этом не забываем оставить отверстие для выворачивания. Незашитую часть оставляем в том месте, где будет находиться петелька. Это будет верхняя часть прихватки. Смотрим, чтобы наш совенок не оказался вверх ногами, вверх лапами. Ставим меточки. Меточки я перенесла на заднюю сторону, потому что сшивать я буду по периметру в край утеплителя. Прошила по окружности, и перед тем, как выворачивать, я обрежу фигурными ножницами зигзаг. У кого нет таких ножниц, можно сделать насечки простыми ножницами. В том месте, где я буду выворачивать, я не стала обрезать, оставила подлиннее, чтобы потом удобнее было зашивать. С помощью китайской палочки я выравниваю швы. Дальше я беру полоску ткани, делаю вот такую заготовку, чтобы из нее сделать широкую петельку.
Вот я сшила еще парочку прихваток. И в этих прихватках я не делала отстрочку по краю, как вот в предыдущих. Вот, и мне как-то это больше понравилось. Я просто обшила центральный фрагмент с рисунком. Ну, и здесь также. Здесь край получается пухлявее, что, в общем, ближе моей задумке. Отстроченный край придает плоскости, что ли. Прихватка получается как будто тоньше. Вот. Мне это больше нравится. И еще для сравнения две одинаковые елочки. Только здесь я нашила снежинок, и эти снежинки добавили настроение. Это всего-навсего французский узелок. И вот на этой прихватке я вам сейчас покажу, как их делать. Делать такие узелки очень просто. В иголку вдеваю двойную нитку, закрепляю снизу и протягиваю на лицевую сторону. Делаю двойную навивку нити на иголку и втыкаю иглу очень близко к месту, откуда выходит нить. Здесь я не протаскиваю нитку на заднюю сторону, так как изделие уже готово, а провожу иголку внутри наполнителя и вывожу на лицо в другом месте. Хочу сказать, что узелок получился не маленький. Можно сделать один виток нитки вокруг иголки, и тогда узелок получится поменьше. А для верности при протаскивании нитки узелок можно прижать пальцем. Расшила узелками вокруг елки. На елочку тоже нашила снежинок. Такие в виде елочных шаров прихватки у меня получились. И это не все. Я нашила много прихваток, чтобы хватило для всех близких мне людей. Почти все прихватки выполнены в технике Crazy, центральные лоскуты в новогодней тематике и цветовая гамма тоже в новогодних тонах. Эти прихватки можно использовать для оформления елки. На елке они смотрятся классно, с ними можно провести какие-то игры. Достаточно будет написать, например, записку с заданием каким-то и прикрепить ее на задней стороне прихватки. Ну или же написать доброе пожелание, и каждый будет это зачитывать, ему будет приятно. А можно вообще написать о каких-то свойствах человека, но, разумеется, в юмористическом плане, и каждый будет зачитывать характеристику. Ну а пока смотрите мои прихватки. Если вам понравилась моя работа, если вам мое видео понравилось, оплатите мне лайками, пишите комментарии. Я от всей души желаю вам хорошего здоровья, отличного настроения, любви близких и друзей, удачного наступающего года и чистого неба. С вами прощаюсь. До скорой встречи.